Ява – марка дорожных мотоциклов, производимых в тенец над Сазао, Чехословакия, одноименным концерном. В советские времена мотоциклы Ява считались лучшими из доступных в продажу на территории СССР. Оно и понятно, японцев-то к нам не пускали. В этом выпуске представляю вашему вниманию модели Ява, которые сделали компании имя. Изначально Франтишек Яничек начал производство по лицензии Wanderer в 1928 году выпуском Ява 500 OHV, который имел одноцилиндровый четырехтактный двигатель. Эта модель оказалась не востребованной из-за дороговизны, а рынок требовал доступные мотоциклы. И тогда появился первый мотоцикл, который прославил своего производителя – Ява 175 Special. Простой красивый мотоцикл был предложен по цене 4650 крон, которая оказалась на 1/3 ниже по сравнению с другими мотоциклами этого класса. Ява 175 Special имела двухтактный одноцилиндровый двигатель объемом 172 кубических сантиметра. Мощность составляла 5,5 лошадиных сил, максимальная скорость 70 км в час. Первой сенсацией в компании стала новая модель Явы 250 в 1946 году, которая произвела фурор на выставке в Париже, завоевав золотую медаль. За мягкость хода мотоцикл получил прозвище «Пирак», что в переводе «пружинищий». Он создавался во время Второй мировой войны в условиях глубокого подполья, когда всем угрожала смертная казнь. Мотоцикл имел одноцилиндровый двухтактный двигатель объемом 248 кубических сантиметров, который выдавал 12 лошадиных сил. Максимальная скорость составляла 100 км в час. Средний расход топлива 3 литра на 100 км пути. Весил Пирак 125 кг. Далее предприятие решило захватить рынок больших мотоциклов и выпустило в 1952 году настоящий шедевр – Ява 500 OHC, о которой подробный выпуск был ранее, ссылку я оставлю в описании. Мотоцикл имел новый четырехтактный двигатель с верхним распредвалом в головке цилиндров. Два цилиндра воздушного охлаждения имели суммарный объем 488 кубических сантиметров и выдавали мощность в 26 лошадиных сил при 5000 оборотов в минуту. Осенью 1953 года появилась новая популярная модель Ява 250-353. Мотоцикл уже получил гидравлическую переднюю вилку и задний маятник, который обеспечивал намного больше ход заднего колеса, чем у предыдущих моделей. Двигатель тоже двухтактный, объем 248 кубических сантиметров, который выдавал 12 лошадиных сил. Параллельно выпускалась модель и с 350-кубовым двигателем. Эти мотоциклы и стали непосредственными предшественниками и прообразами той Явы, которую все знали в СССР, а именно Ява 250-559 и Ява 350-354-06, индекс которой вскоре сменили на 360. Напомню, что официально поставки мотоциклов Ява в СССР начались в 1962 году. В 1967 году появились довольно значимые модели Ява 250 и 350 Californian, с которыми компания вышла на громадный американский рынок. Конечно, большую популярность имела старшая модель, которая оснащалась двухтактным двухцилиндровым двигателем с воздушным охлаждением и раздельной смазкой, рабочий объем которого составлял 343 кубических сантиметра. Силовая установка выдавала 25,5 лошадиных сил.
1973 году специалисты народного предприятия Ява разработали новую модель мотоцикла Ява 350-634. Она выпускалась только с двигателем объемом 350 кубиков. Мотоцикл обрел большую популярность, в том числе и у нас. Двухцилиндровый двухтактный двигатель объемом 343 кубических сантиметра выдавал в зависимости от рынка от 19 до 22 лошадиных сил максимальной мощности на 5000 оборотов в минуту. Ява 350-634 имела дуплексную раму и весила 155 кг. При этом показывала максимальную скорость 130 км в час. В 1987 году Ява выпускает последнюю модель Ява 350-638 2.0, которая своими продажами по максимуму оттянула банкротство компании. Эта модель была очень популярна не только у нас. Мотоцикл получил новое электрооборудование, новую подвеску и новый внешний вид. Обновленный двухцилиндровый двухтактный двигатель с тем же объемом в 343 кубических сантиметра уже выдавал 26 лошадиных сил. Цилиндры теперь не из чугуна, а из алюминиевого сплава с запрессованной чугунной гильзой. У алюминиевых головок по-иному расположены ребра. Все это дало более эффектное охлаждение.